Доброго дня, дорогие друзья! Я очень рада, что прошлое видео вызвало такой бурный резонанс в ваших сердцах. Это значит, что вы действительно хотите стать счастливыми. И поэтому сегодня мы с вами разберем признаки человека, которому можно помогать, помощь которому расширит ваши возможности и будет способствовать увеличению вашего успеха. Интересно? Оставайтесь с нами. Итак, первое, что выдает человека, которому все-таки стоит нам помочь, это его вопрос. То есть, если человек нас не просит, если человек всем видом показывает, что он не нуждается в какой-то поддержке, не нужно ему навязывать. Или если вы хотите ему как-то помочь, вы спросите у него: дорогой, а в чем ты нуждаешься? Какая помощь тебе была бы полезна? Что для тебя было бы интересно? Если даже этот формат человек не может воспринимать, значит, подумайте, кто для этого человека может быть авторитетом. Зайдите со стороны авторитета. То есть подумайте, на самом деле, вот очень часто мы бросаемся вот прямо в пропасть с головой, пытаемся помочь человеку, даже не подумав, а в чем он нуждается, а почему вот он в такой ситуации оказался, да? То есть это не значит, что вообще никому не надо помогать. К этому надо относиться очень-очень разумно. Итак, первый пункт – это когда человек просит. Когда не стоит помогать, когда не стоит помогать ни в коем случае, это когда вы уже что-то сделали для человека, а человек не оценил, да? Или человек, знаете, не то, что даже не оценил, а как-то даже озвучил, что ему не нужна помощь. Да? Может быть, он сказал это не вам напрямую, а, допустим, вашим родителям, да? Если это мы сейчас говорим про детей. Или, может быть, где-то в круге друзей он сказал, что вот, она мне навязывает какую-то помощь, она мне приносит какие-то книжки, она меня кормит постоянно какой-то полезной едой или еще что-то такое. То есть вот этот момент очень важен. То есть если человек явно говорит, что мне не нужна помощь, единственная помощь, которую вы можете ему оказать, это молиться за этого человека. Вы можете молиться и просить у Господа, чтобы Он помог ему быть мягче, восприимчивым и слышать какие-то подсказки, которые тот ему направляет. Еще один признак, по которому можно понять, что человек нуждается в помощи, и вы можете ему помочь, это когда вы видите изменения в человеке. То есть вот вы ему что-то сделали, вы как-то ему помогли, и он еще сам не признается в том, что, у него какие-то изменения позитивные, да, в лучшую сторону, но вы это явно видите. Но тут нужно быть аккуратным. Не только вы, да, но еще какой-то свидетель со стороны вам должен это сказать, потому что мы на самом деле очень такие заинтересованные личности, особенно если нам очень нравится помогать, да, поэтому мы иногда, дорисовываем себе картинку. Поэтому спросите у какого-то близкого человека, действительно, ты видишь, какие-то изменения в этом человеке, да? Он говорит, да, вижу. Значит, вы можете вкладываться в этого человека. Это второй момент. Третий момент – это когда у вас есть какие-то отношения, допустим, если это ваш подчиненный по работе, да, или это ваш друг, с которым у вас есть более близкие отношения. То есть, когда вы по иерархии, или когда вы ребенок и родитель, да, то есть вы по иерархии стоите выше этого человека. Вот тогда вы можете мягко помогать этому человеку. Это тоже признак того, что вы, в принципе, можете помогать ему, если этот человек не сопротивляется. Да? Как сопротивляться он может? Разными способами. Подумайте сами, пожалуйста. Еще один признак того, что человек готов слышать вас, готов воспринимать от вас помощь, и вы на этом не потеряете свою успешность, хорошую карму или что там у вас еще, как вы это воспринимаете, это когда человек начинает читать те же книги, которые читаете вы. То есть он тоже не может признаться напрямую, что мне интересно то, что ты делаешь, и я хотела бы спросить у тебя вопросы, но просто эго не позволяет. Но вы начинаете замечать, он читает такие же книжки, или он смотрит такие же передачи, или он слушает какие-то полезные лекции. Да? Это тоже будет признаком того, что этот человек, он сможет вас слышать. И последний пункт, еще раз, самый главный и самый основной, это когда человек просит у вас помощи. Потому что, вы знаете, мне иногда
Люди пишут ВКонтакте, там, Анжелика, ну, там, или в Инстаграм, Анжелика, помогите мне ответить, пожалуйста, на какой-то вопрос. И вот такое вот сообщение, там, знаете. На самом деле, когда я читаю это сообщение, я там вообще не вижу вопроса, я просто вижу, что человек как-то рассказывает свою боль. И вот здесь очень важный момент, на который я вам хочу вас попросить обратить внимание. Когда человек просто вам рассказывает о том, что ему плохо, это не значит, что он просит у вас помощи. Нужно дождаться, чтобы он попросил, или задать ему уточняющий вопрос. Дорогой, ты сейчас хочешь, чтобы я тебе помогла? Да? Или, дорогая, это сейчас вопрос, или ты просто хочешь выговориться. То есть не путайте два вот этих момента. Не нужно спасать того, кого спасать не нужно. И тогда вся ваша энергия, благосостояние, весь ваш успех, все здоровье ваших детей, успешность вашего супруга останется в вашей семье. И вы их не расплескаете вот так вот. Вот, дорогие, берегите себя, берегите любимых. И не забудьте подписаться на мой канал.